Друзья, всем огромный привет из Мексики. Всем привет! На связи Big Trip Vlog. Мы уже находимся в новом штате Мексики, который называется Морелос. И сегодня мы побываем в городе Тепозтлан и заберемся на вершину горы. Из города Валли-де-Браво мы добирались почти 5 часов и доехали до города Тепозтлан. Заезжаем в наш отель, который называется Каза Шанти. В этом отеле есть удобная парковка, правда, не совсем удобно заезжать сюда было, но тем не менее Кирилл справился. Всего здесь на территории 3 домика. Один домик там, где занимаются йогой, второй домик это для проживания, там очень много комнат для туристов. И третий домик – это домик администраторов. Они здесь проживают и отвечают на все необходимые вопросы. На территории большое количество цветов, щебечут птички, спокойствие и тишина. Сейчас хочу показать вам домик для йоги. Думаю, что я непременно воспользуюсь этой возможностью и здесь позанимаюсь йогой. Эту территорию я покажу чуть позднее. Говорят, что сейчас здесь проводится уборка, поэтому завтра, когда я буду заниматься йогой, я приду и подробно покажу вам, как я буду это делать. Основной домик для гостей очень красивый, с панорамными окнами, сверху есть терраса, давайте пройдем и посмотрим ее. Вечером здесь включается красивая подсветка, а это домик администраторов. Пройдем в нашу комнату. Она очень просторная, красивая. Посмотрите. Это просто бомба. Какие же здесь красивые виды. Огромная кровать королевского размера. Красивое место для хранения вещей. То есть, знаете, это не просто какой-то шкафчик, а много красивых полочек, украшенных различными атрибутами. Картины, книги. Кондиционера в комнате нет, но есть мощный вентилятор, поэтому я думаю, что мы справимся, несмотря на то, что на улице достаточно жарко. Душевая комната находится за этим шкафчиком. Здесь у нас зеркало, раковина, полотенчики аккуратно сложены. Есть и унитаз, как обычно, зона душа. Пройдем внутрь, посмотрим, как это все выглядит. Все аккуратненько, чистенько, приятные запахи везде. А еще, что необычно, здесь душевой стеклянный потолок, поэтому открывается вид на территорию. Помимо этого, здесь есть небольшой кухонный уголок, я его так назову, потому что здесь есть холодильник и раковина. Похоже для мытья посуды, но плиты здесь нет, поэтому готовить здесь не удастся. Но и то, ради чего мы забронировали этот номер, это, конечно же, виды, которые отсюда открываются. Большая терраса с видом на красивые горы, на зелень. На втором этаже находится наша комната, а я поднимаюсь выше, чтобы посмотреть на красивые виды. И так же, как и вы, сейчас увижу их впервые. О, приветики! Приветики. Пожалуй, самая красивая, наверное, здесь территория. Здесь можно и что-то приготовить, и отдохнуть, полежать, и даже, извините меня, помолиться. Как дрон! Зрителей всех это интересует. Вы же помните, что он у нас немножко искупался? Да, но это пока такой первый пробный полет. Вот пока все тут. То есть дрон наконец-то сделали водонепроницаемый, я правильно понимаю? Ну да, если вы его не больше секунды в воде продержите, то возможно будет работать, как у нас. Да, ну будем смотреть еще на это. На террасе большое количество зон для отдыха. Вот, например, здесь лежак, можно половить солнечные лучи, позагорать. Есть барбекюшница, можно приготовить гриль, если у вас есть все необходимые ингредиенты. Главная фишка этой террасы, это, конечно же, гамак. Причем, смотрите, он расположен очень высоко. На нем удобно лежать, читать книжку, просто отдыхать. Также здесь есть интересные кресла. Кирилл любуется красивой зоной на горы. Сейчас садится солнышко. Нереально красиво, даже вот отсюда, если смотреть. Фантастика. Я вам уже говорила, что здесь очень много растений, но я все не могу налюбоваться на эти розовые цветы, такие яркие, украшают здесь все вокруг.
Еще здесь вот такие вот цветы, не знаю их названия, но очень необычные. Я тоже думаю, что это из семейства кактусовых. Помимо этого, здесь еще есть дерево с необычными ягодами. Кто знает, пишите в комментариях, потому что я не знаю, что это за такие желтые ягодки. Еще один интересный уголок – это алтарь с Буддой. Здесь также стоят кактусы, самые различные. И все это с потрясающим видом на горы. Солнышко почти зашло. Мы еще попробуем подняться сюда, на эту территорию, чуть позднее, чтобы посмотреть, как здесь включается подсветка. Доброе утро, ребята! Сейчас я заходила в комнату, где занимаются йогой, и мне пришла одна замечательная идея позаниматься спортом не в этом зале, а пойти на террасу. Я взяла из этого зала коврик, и сейчас немножко буду делать зарядку, чтобы получить больше энергии к сегодняшнему дню. Тем более у нас сегодня трекинг, и нужно быть готовой к этому. Мне кажется, что заниматься в таком красивом месте гораздо приятнее, чем в закрытом помещении. Воздух, красивые горы. Позанималась спортом, и сейчас мы с Кириллом садимся в машину и отправляемся в наше сегодняшнее приключение. Мы приехали в город Тепостлан. Сейчас движемся к главной ее достопримечательности. Это храм, который находится на горе. Проходим через местные палаточки, сувениры. Очень много изделий из керамики. Также здесь делают мичеладос, напиток местный. В общем, пока потихоньку поднимаемся. Но еще это даже мы не подошли к началу подъема. Сейчас мы дошли до информационного плаката, который гласит, что мы находимся в парке национальном, который называется Эль Тепостеко. Именно так же называется археологический монумент, к которому мы направляемся. Он располагается на высоте 2310 метров над уровнем моря, и нам подниматься 595 метров вверх, порядка 1 часа. Приходится подниматься как по ступенькам, так и просто по камням, которые здесь разложены. Тропинка может быть и туристическая, но достаточно крутая. Жарко, поэтому необходимо иметь с собой воду. Мы обычно покупаем газированную, берем лайм, добавляем его туда, и это отлично освежает. Великолепный вкус. Газированная вода с лаймом. Сейчас поднимаемся вверх под оперное сопровождение. Ну, в такой обстановке, наверное, чуть приятнее подниматься. Здесь мы видим обозначены в парке, какие обитают животные. Есть черепахи, летучие мыши, коати и даже совы. Во время очередной передышки увидели на информационном щите, что общая длина маршрута 100 километров. И сейчас мы прошли 550 метров, то есть находимся ровно на середине пути. Минут 40, наверное, мы поднимались, но надо сказать, что подъему способствует еще тень, которую создают деревья, ветки. Несмотря на то, что сейчас полуденное солнце, но подниматься достаточно комфортно, иногда даже дует ветерок. По дороге к вершине мы встречаем много продавцов, в основном продают воду, различные энергетики, но также встретили продавца мороженого. Это, знаете, это как практически поднялась наверх, чтобы себя нагрузить какой-то вкусняшкой, взяли мороженое. У меня ананас чимой. Чимой, да, это местный
скажем так, соус, который добавляют в мичеладос, напитки. То есть он такой с солью, с перцем. 20 песо, да, стоит мороженое? Ну, скорее не мороженое, а фруктовый лед. Фруктовый лед, да. Ну, вкусненько. Прикольно, да? Угу. Остался последний рывок к вершине горы. Сейчас поднимаемся по ступенькам, а дальше немного лестницы. Полтора часа подъема наверх, и мы находимся на вершине огромной горы. Здесь располагается археологический памятник, который состоит из небольшого храма, который называется Тепастекль. Это ацтекский бог алкогольных напитков пульки. Я думаю, чуть позже мы с вами посмотрим, что это за алкогольный напиток, и, может быть, даже попробуем. Также мы за дополнительную плату, 95 песо, приобрели билет, чтобы можно было подняться к этому храму. Обычно, когда поднимаешься на какую-то обзорную площадку, во время трекинга видишь то, что тебя примерно ожидает, да, потому что ты поднимаешься все выше, выше, перед тобой открывается какой-то обзор. А здесь мы были в тени деревьев и ничего не видели. И сейчас на вершине этого археологического комплекса посмотрите, какая красота здесь. С вершины памятника открывается шикарный вид на город Тепостлан, а также на долину. Храм можно обойти всего за пару минут, потому что он небольшой. Но зато какие отсюда открываются потрясающие виды. Тот самый редкий случай, когда спускаться сложнее, чем подниматься. Подъем и спуск здесь очень маленький, но зато очень крутой. Ну все, сейчас идем в другую часть территории парка и насладимся еще немного природой, флорой и фауной. Только что мы с вами были возле этого небольшого храма, а сейчас уже наслаждаемся природой в другой половине парка. На самом деле, та обзорная площадка с храмом мне даже понравилась больше, потому что здесь стоит забор, нельзя пофотографироваться, приходится через него смотреть на красивые виды. Но зато отсюда мы видим вот этот храм. Ну, вот такие занятия спортом происходят здесь. Когда долго не занимался спортом. Да, полтора часа наверх подъема мало, теперь вот еще немножко отжиманий от дерева. Так, кто это у нас тут гуляет? Это те самые коати. Смотрите, как их много. Они прибежали сюда, видимо, в поисках пропитания. Но везде висят знаки, что кормить их нельзя. Вот такие вот носатики пушистые. Пока Кирилл для вас снимал коти, я все-таки смогла побороть это дерево. Забралась сюда наверх, смотрю на храм, смотрю на красивые виды. Не зря я все-таки по утрам занимаюсь спортом.
Сейчас время почти 4 часа, и комплекс уже закрывается. Сюда нужно приходить до 3 часов, потому что вот без 10-4 кассы уже не работают, никого уже не пускают ни на территории храма, ни просто полюбоваться красивыми видами. Поэтому мы сейчас будем уже спускаться. Спуск займет примерно 40 минут, и уже внизу будем любоваться городом Тепозтлан. Внизу будем любоваться городом Тепозтлан. Ну, ребят, после такого спуска подъема с Кириллом просто еле живые. Сейчас идем, знаете, как зомби по центру этого городка и встречаем, что здесь часто продают мичеладосы. И также продают кружки для этого напитка. Вы, конечно, можете и для других напитков использовать их. Очень яркие, красивые в виде вот этого божества. Это тоже все делают для мичеладосов. Также здесь еще популярны интересные пирожки. Perdóname, ¿y con qué está? Tacates. Con queso. Es masa, manteca, de Ajá. cerdo y puedes rellenarlo de papas, de pollo. Gracias. Короче, готовят либо с мясом, либо с курицей, добавляют туда сыр и различные другие ингредиенты на выбор. ¿Y cuánto cuesta para uno? Con guisado 40 40? y queso y crema 35. Ага, gracias. 35-40 песо за одну штучку, в зависимости от начинки. Посмотрите, какой колоритный здесь сидит персонаж, да, который плетет из бисера. Ой, какая у него здесь красота. Посмотрите, черепа, тигр. Es muy lindo. Так, ребята, смотрите, здесь продают кузнечиков, причем они прям огромные, чтобы вы понимали. Продают их с солью и с лимоном. Ну что ж, давайте Можно попробуем. продегустировать, да. Мгм. Proteína mexicana. Протеина мексикано. Мне, кстати, очень нравится. Мексиканский протеин, да. ¿Cuánto cuesta? Vale 50. 50 la orden. Значит, продают классических кузнечиков, либо с перчиком чили. Остренькие. Мичеладос, конечно, крайне популярный здесь напиток. Особенно колорит ему придают кружки, в которых он здесь подается. Lleva mango, durazno, fresa y nuez. Также этот регион популярен своим мороженым необычным. Слушайте, ребят, ну это очень вкусно. С орешками и с манго. Да, здесь какое-то свое особенное мороженое. Этот муниципалитет очень популярен именно этим мороженым. Давайте попробуем синий напиток, который здесь везде пьют. Главное, когда гуляете по главным улочкам, знать 3 слова. Это muy lindo, очень красиво, muy rico, очень вкусно, ну и gracias, спасибо. Попробуй. Ай. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Gracias. Es mora azul. Мора азуль. Мора азуль. То есть это ягоды черники. Также очень популярен здесь текстиль. Смотрите, какие красивые платья, пончо. Топики прикольные, да? Вот этот вот. Ну да, очень миленько. 100 песо, кстати, не так дорого. Значит так, пробуем мохито из красных фруктов. Ну-ка. Это прям вкусно. Надо попробовать, тебе прям понравится. Давайте Очень попробуем. хорошо чувствуется. Ну да, ягоды приятные. И Как смузи, да? густой, насыщенный смузи, да, и сверху вот это вот чмо еще, посыпочка. Здесь также делают различные сувениры из тыквы. Тарелочки, кувшины, скелетиков. Можно посмотреть, как мастер их плетет. Muy lindo. Muy lindo. Здесь также везде продают фруктовые мохито. Мы выбрали для себя со вкусом маракуйи и взяли маленький стаканчик. И взяли маленький стаканчик.
Ну, мы уж попробовали. Скажем так, палатка красивая, но мохито на самом деле так себе. За 90 песо средний стаканчик. Ну, можно было получше палаточку найти. Вот такая интересная интерпретация Ван Гога с Эйфелевой башни. В основном напитки здесь продают, учитывая какую-то акцию. То есть они все время придумывают либо 2, либо 3 напитка. То есть вот там, допустим, 2 напитка за 180, либо там 3 напитка за 250. То есть все время какие-то выдумывают штучки. Эти акции выгодные. Выдумывают штучки. Эти акции выгодные. На самом деле исправляем ошибку. Мохито допили, и зря мы его захейтили. Там и алкоголь, там ром Бакарди, и маракуйя приятно. Маракуйя нежная, да, я не знаю, почему мы захитили. Ну, либо это алкоголь тогда у нас действует. Прошли мы порядка 1,5 километров по главной улице, и теперь перед нами открывается парк, очень красивый, с буквами красочными, с названием города, с буквами красочными, с названием города. Дошли до самого центра города и увидели большую очередь к буквам, потому что все желают сфотографироваться с этими яркими красочными буквами. Сфотографироваться с этими яркими красочными буквами. Как вам такой праздник, друзья? Пятница вечер, городок Тепозтлан. Да, веселье тут, конечно, полным ходом. Да, веселье тут, конечно, полным ходом. Мексика не перестает удивлять нас. Каждый новый город открывает для нас все новое и интересное. Оставайтесь на нашем канале. Дальше вас ждут самые интересные приключения, друзья. Пишите комментарии и ставьте лайк этому выпуску. Всем пока! Всем пока! Скоро увидимся с вами! Всем пока! Скоро увидимся с вами!